Сторона обвинения продолжила оглашать документы, забывая говорить о том, что она делает это частично в большинстве случаев. Поэтому адвокатам приходилось после каждого оглашенного документа делать замечания о том, что значительная часть документа не была услышана судом в зале судебного заседания. Какого содержания документы были оглашены стороной обвинения? Это прежде всего учредительные документы большинства компаний, учредителем которого выступал ЮКОС, и учредительные документы самого ЮКОСа, включая постановление правительства, подписанное Черномырдиным, что еще раз подтверждает, что компании были созданы в установленном законом порядке. Прозвучало множество приказов о приеме и увольнении различных людей, которые мало имеют какое отношение к настоящему делу, а если и имеют какое-то отношение, то прокуроры также забыли об этом нам сказать. То, что Ходорковский был руководителем ЮКОСа и занимал должность председателя правления ЮКОСа, всем об этом факте известно, и доказывать об этом не надо. Все это вызвало, даже негодование, а возмущение со стороны Михаила Борисовича Ходорковского, и было сделано заявление о том, что надлежащие факты никоим образом не надо доказывать и устанавливать. Они всем известны, поэтому тратить время на эти обстоятельства совершенно не требуется. Самые интересные документы стали оглашаться со вчерашнего дня. Это документы, которые подтверждают, очевидно, с точки зрения обвинения, безвозмездность и тайность хищения. О чем я говорю? Я говорю прежде всего о договорах купли-продажи, которые были заключены с потерпевшим. Существенные пункты указанных договоров указывают на то, что между потерпевшим и предполагаемым похитителем договаривались о цене нефти. Мало того, потерпевшие по данным договорам получали 60% предоплату, и после этого еще и оглашались банковские документы, подтверждающие указанные обстоятельства. Договоры заключались на основании проводимых аукционов, договоры письменные, причем заключались они ежемесячно, начиная с 2000 года и заканчивая 2003 годом. Обвинение, с нашей точки зрения, рубит суд, на котором сидят, оглашая данные документы в зале суда. Они разрушают тем самым свое обвинение, потому что значит тайное? Это без ведома потерпевшего, а в настоящем случае договор подписывался представителем потерпевшего. Что значит безвозмездное? То есть они должны были, у них должно быть изъято имущество безвозмездно, а потерпевшие получали не только оплату по данному договору, но и авансовые платежи по договору. Это подразумевало 60% предоплаты, а фактически банковские выписки, которые были по счетам провозглашены, подтверждают, что потерпевшие получали 90% предоплаты по настоящему договору.